Всем привет! Меня зовут Миша. Меня зовут Юля. Сегодня мы с вами в республике Сан-Марино. Это удивительное место. Это страна в стране фактически. То есть, смотрите, здесь даже свои номерные знаки. Вот видите, Сан-Марино. Тут все свое. То есть это небольшая такая территория. Там что-то, по-моему, 60 квадратных километров всего лишь. Находится на Адриатическом море, рядом с городом Римини итальянским. Ну, то есть, по сути, в центре Италии. Вот, отдельное государство, по факту. Вот тут даже, смотрите, пример прикольный. Вот полицейская машина стоит, и видите, жандармерия написано, жандармы типа. Даже не полиция, как в Италии называется, а жандармы. Вообще любопытно. Но тоже очень туристическое место. Вот, кстати, смотрите, здесь даже офис Интерпола находится. Прикиньте, если кто в розыске, то вас прям тут сразу и найдут, как вы приедете посещать. Так что аккуратней. Ну, кстати, вот тоже люди парковку оплачивают. Мы, кстати, тоже парковку оплатили. Я вам скажу, здесь парковка дешевле, чем в Сан-Джиминьяно. Вот мы были, а еще кучу денег отдали. Здесь мы что-то там 3 часа, что ли, сейчас заплатили 3,5 евро за 3 часа. Вот. А в Сан-Джиминьяно мы что-то, по-моему, 6 евро заплатили за 2 часа. Что-то такое. Вот, кстати, тут туалеты есть, по-моему. Лифт какой-то. Ну, все есть, все для людей. Туристический городок. Пойдем его смотреть. А вот, кстати, смотрите, прикол, это Rotary Club. Вот кому, может быть, неизвестно, это вообще офигенная тема. Я встречал это в городе Брешcia в Италии. Вообще они по всему миру есть. Там, короче, весь бизнес крупный собирается. Ну, такой частный клуб, вот, где собирается весь крупный бизнес, абсолютно, бизнесмены. Ну, там членство какое-то они оплачивают. У них какие-то там свои там мероприятия они устраивают, Rotary. И вот во многих городах, таких индустриальных, крутых каких-то, есть вот этот вот клуб. И бизнесы, ну, коммерсы всякие, они вот, короче, там собираются. И вот и здесь, походу, есть, вот мы заметили. Ну, ребята, сейчас я вам покажу, какая высотища. Город этот Сан-Марино находится. Город, блин, страна. Сан-Марино, по сути, республика. Смотрите, какая высота там. Вот это мы забрались. А вот прикол, прикиньте. Этот самый итальянское посольство. Я вам еще говорю, вообще другая страна. Тут даже посольство итальянское есть отдельное. В этой республике Сан-Марино. Вот это прикол вообще, да? Страна в стране. Ой, учудили итальянцы. Ну, на самом деле, веками Сан-Марино был такой независимой республикой. Даже когда Италия участвовала во многих войнах, Сан-Марино всегда держал какой-то нейтралитет. Вот, это такая вот, мы проезжали, когда въезжали в сам город, вот, на машине, мы видели надпись, что-то, как он там, что-то говорилось, что-то «Свободная республика», «Добро пожаловать в свободную республику». Наисвободнейшая какая-то, там Да. вообще высокая степень свободы. Да, типа, ну тут типа люди свободные. Здесь, кстати, минимальный уровень безработицы по всему Евросоюзу. Ну, в общем-то, оно и понятно, блин, что тут республика, 60 квадратных километров. Тут как бы и жителей не так много. В основном это все банковская сфера, финансы, бизнес. Вот такая вот тематика вся. Ну, типа как, наверное, а-ля такой Гонконг в миниатюре. Там тоже это все банковская сфера, финансы. И здесь тоже налоги же совсем другие. Тут какая-то монофаза, там платишь какие-то копейки. Вот. И очень много бизнесов открывается здесь, чтобы уходить от налогов, там, от всего от этого. Смотрите, какая красота. Какой храм с видом. Кстати, мы уже подходим в центр города. Вон там ворота уже виднеются. Сейчас скоро будем заходить. Посмотрите, какая стена. Вот он, флаг Сан-Марино. У меня свой флаг, естественно, но республика. Смотрите, прям крепость какая красивая. Вон там еще на высоте что-то интересное. О, кстати, видите, знаки иудейские, да, по-моему, израильские, да, полумесяц исламский и, ну, христианский этот самый крест. То есть, видимо, символизирует, что в этой стране, в этой республике, ну, как бы все религии представлены. Тоже любопытный факт.
Вот. Дома прям в шикарном состоянии на самом деле. Смотрите, какая картинка. Просто шикарное состояние домов. Но они тут, конечно, наверное, стараются. Приводят в порядок все. Смотрите, какой вид раскрывается на всю долину. Вот это нас с вами занесло сегодня. Мы вообще сюда по работе приехали. Вот. У нас как раз тут юридическое лицо находится, с которым мы сотрудничаем по бизнесу в сфере окон. И заодно, вот, как говорится, полезное с приятным совместить. Посетить еще сам Сан-Марино и вам показать. Ну и самим посмотреть. Вот видите, тоже какая-то дама. Не знаю, что символизирует. Что-то символизирует она. Тоже вон водичка, если вот так попить. Ну, очень аккуратный город. Чистенький очень. Дома все опрятные. Красотища. Вообще Сан-Марино входит в ЮНЕСКО. Весь город? По-моему, Вся республика? вот я не помню точно, но не буду врать, точно не помню. Да, может быть, вполне себе такое произведение. Смотрите, тоже вот церковь какая. Как это красиво смотрится. Смотрите как. О, вообще красотища. Гляньте. Вот это постройки. Великолепно. Да, Республика Сан-Марино. Эти флаги все висят. Туристов огромное количество. Магазинчиков. На самом деле, вот мы узнали, Республика Сан-Марино, ну, считается, что ее год рождения 301. Ну, то есть какой-то 4 век уже, начало 4 века получается, да? Да. Ой, туристов огромное количество. И основал ее бывший раб, по-моему, по имени Марино. По-моему, он был рабом. Он то ли сбежал в изгнание, то ли еще чего. И основал вот эту вот республику. Любопытно. Тут, кстати, огромное количество и всяких легенд вам, пожалуйста, и мистики. Мы сейчас это все расскажем, пока полюбуемся. Там вообще очень интересная легенда, она связана с созданием города, как вообще зародился этот город. О, это мы вам сейчас расскажем, да. Это мы сейчас вам расскажем. О, кстати, смотрите, музей вампиров. Ух, смотрите, какие черти. Вообще. Музей вампиров. Там внутри одни черепа, там прям стена из черепов. Ну, любопытно. Очень интересно. Вообще, Республика Сан-Марино славится еще своей кухней. Ох, ничего себе, какая красотища. Вот эта площадь. С видом, с панорамным. Вот, славится своей кухней. У них тут свои вина, ликеры известные, всякие разные вкусные блюда. Что-то тортик у них, да, какой-то есть? Да, там тортик, он как называется, тремонти. Тремонти? Из вафель, да, и крем, какой крем там? Из орехов. О, видите, тремонти. Вот нам надо его купить, попробовать. Что за тортик такой вкусный? Смотрите, какая красота. Ну, это красивый город. Это прям нам нравится, мне кажется. Про туристов, конечно, ну, очень много. Ну, оно и понятно. Ой, ну туристов. Громкие все такие эти туристы. Кричат, орут. Короче, ребята, я вам вообще тут все приврал, наврал. Чувак этот Марин, который Марино, основатель, он вообще не раб был. Он с острова раб. Это остров так назывался, раб был. Он вообще то ли каменщик был, то ли ремесленник какой-то. Он просто ушел в изгнание отшельником, жить на гору. И основал вот эту республику. Но он сбежал от римлян. Да, потому что он был притеснен, да, и он от них сбежал и приехал, как он называется, в Римени. Вот, так он от римлян. Да, и потом пошел искать себе место и забрался вот на эту гору.
Ну вот и к нему еще присоединились какие-то люди впоследствии, приходили, христиане какие-то, ну разные всякие, которые тоже хотели уйти, убежать от того, кто от римлян, кто от кого. И в итоге вот так вот и основалось поселение, которое впоследствии стало свободной республикой Сан-Марино. Ну, бывает так вот, не проинформируешься нормально, и вот приврешь чуть-чуть. Смотрите, какие стены. Просто, да, вот это сохранились как классно. Прям крепостные такие стены. Да, архитектура здесь очень красивая. Ну да, еще все такое просто аккуратненькое. Вот нигде никаких там ни граффити тебе нету, ни каких-то вот плесени, еще чего-то. То есть прям видно за каждым домом прям уход какой-то свой особый. Ну и много всяких заведений, там рестораны, бары. И есть где отдохнуть, вечер провести хорошо. Магазинов много, брендовых и всяких разных. Да, тут, наверное, еще и дешевле, может быть, потому что тут нет таких налогов, как в Италии. Возможно, тут подешевле, потому что мы пока ехали, здесь видели бензин, но он где-то на 10-15 центов дешевле, чем в Италии. В Италии, блин, Сан-Марино находится в Италии, так странно это звучит. Вот. Ну вот, как-никак, а да, на 10-15 центов дешевле. То есть не скажу, что прям много, но все приятно. Вот тоже смотровая, люди что-то стоят, смотрят, сейчас мы тоже посмотрим. Там бинокль есть. О, там вид прям на море, я вижу. Сейчас подойдем, но бинокль, наверное, камера-то никак мы не посмотрим. Вот видите, фуникулер, люди приехали, тут прям фуникулеры ходят вниз. А мы просто на машине приехали, а тут, видимо, еще на фуникулере можно. Сейчас подойдем, посмотрим. Ой, да, вид, конечно, вообще. Аж голова кружится, честно, от высоты. Я еще боюсь высоты. Тут прям голова кружится, видите, и голубенькая в конце. Это прям вот море Адриатическое. Слушай, ну нормально он так основался здесь, этот Марино. Хорошее местечко себе для изгнания подобрал на горе. Губа у него не дура. Хитрожопый этот Марино. Ну, пойдем смотреть город. Ну, еще такие лучки красивые, прям милые. Тоже все в цветочках. Узенькие. Очень прикольные, аутентичные. Кстати говоря, вот этого Марино, у него его последние слова были, когда он бежал. Типа, оставляю вас свободными от обоих людей. Имелось в виду Папу Римского и императора. Ну, то бишь, вы становитесь свободными от власти церкви и правительства, вот, что впоследствии стало девизом этой республики Сан-Марино. Вот, видимо, поэтому в начале города и написано, что республика свободных людей. Наисвободнейших. Наисвободнейших. Вот, видите? Блин, такую бы республику в нашу страну, в Россию. Мне кажется, туда бы все сбежали. Всей страной. Черный юмор. Все вообще в барах, в ресторанах. Ох, вот это мы сейчас вам покажем. Вы посмотрите. Вот это сооружение, вот это красота. Кстати говоря, ну официальный язык здесь итальянский. Никакого другого. То есть не существует какого-то сан-маринского языка. Валюта здесь евро. Хотя в состав Евросоюза Сан-Марино не входит. Ох, еще и открыто. Мы, возможно, сможем посмотреть. А может быть и не сможем. Там, по-моему, снимать нельзя. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрите, какая красотища. Вот это потолки тут. Произведение искусства. Необыкновенный храм, конечно. И просто в идеальном состоянии.
Мне выдали юбку. Тебе юбку выдали? Смотрите. Здесь нельзя в шортах, нельзя в майках, нельзя в юбках. Что-то мне это напоминает РПЦ. Отголоски. В том нельзя, в этом нельзя. Ну что, ради такой красоты, мне кажется, можно одеть, да? Но они хотя бы не выгоняют, а просто юбку дают. Ну да, тоже верно. Ну, поздравляю тебя с обновками. Видите, приезжаешь в Сан-Марино, у тебя еще и шопинг на халяву. С юбкой длинной уезжаешь. Одни бонусы в этой республике. Кстати говоря, вот сейчас такой задумался. Наисвободнейших людей. А свободой-то и не особо пахнет. В храм ты не зайдешь как хочешь. Не, ну понятно, вы сейчас скажете, блин, это святое место, свои правила есть туда-сюда. Ну, придраться-то все равно надо было. Правильно же? Слышите? И здесь цикады орут, как сумасшедшие. О, видите, музей современного оружия. Пожалуйста. Тут, кстати, огромное количество музеев. Мы пока идем, я уже столько штук всяких разных увидел. Причем всякие необычные. То есть те, кто любители музеев, как бы здесь вообще сам Бог велел сюда. Ну и любители баров и ресторанов, здесь вот их тоже дофига и больше на каждом шагу. Ну, кухню здесь хвалят. Здесь много всяких разных блюд, типа панини, любопытные какие-то, я не помню, какие блюда. Также масла оливковые, тут много всяких разных, ну, точнее, холодного отжима. Мед тоже из каштанов. Видите, так что приезжайте попробовать мед из каштанов. Смотрите, какое здание милое. Ну вот да, каждое здание, оно прям идеальное. Камень, все. Его как будто почистили к нашему приезду. Вот такое ощущение. Здесь, кстати, еще одна легенда есть. На гербе Сан-Марино изображены 3 башни. Вот. Эти башни реально существуют в городе. Они фортификационные. То есть защитные башни. Вот. И вообще считается по преданию, что эти башни все века охраняли республику от демонов и завоевателей разных. То есть любопытная такая легенда с этими башнями. Хотя вроде свободная республика, но при этом, видите, видимо, в прошлом-то все равно попытки какие-то были завоевать, так скажем, покуситься на свободу Сан-Марино. Ну, смотрите, шопинга вообще, вот сколько хочешь. Те сумки, ювелирка, на каждом шагу вообще. Так, ну туда уже выход из города. Мы пойдем еще кверху, да, посмотрим? Да, пойдем. Да, там что-то должно быть интересно. Там как раз 2 башни должны быть, про которые мы рассказывали. Вот эти 2 из 3. Посмотрим. Одну мы уже видели, правда, не обратили на нее внимания. Мы уже видели с вами. Вот. Я вам про нее не рассказал. Мы сейчас хотя бы 2 увидим, посмотрим. А вообще у нас обновки. Мы купили микрофоны, и теперь я надеюсь, что звук намного лучше, потому что я надеюсь, что нет ветра. Он уже надоел. Даже при монтаже это прям неприятно. Я думаю, когда вы смотрите видео, вам тоже не очень приятно. Поэтому теперь у нас нет таких проблем. Да, так что да, поздравляйте нас. Мы проапгрейдились микрофонами. Так, потихоньку, того и гляди, станем профессиональными блогерами. Только мне еще надо избавиться от слов-паразитов. Там всякие вот, вообще, да это всякое, короче. И вообще будет красота. Будем как Юрий Дудь. Вообще, я думаю, что это придает живости, в плане того, что это все искренне. Мы не как гиды, а мы как друзья. Да, дружбаны, короче. Ой, у нас, как обычно, подъем. Куда-то поднимаемся к крепости, походу. Но это, походу, последняя точка в городе Сан-Марино, в республике Сан-Марино. Я все городом пытаюсь назвать, хотя это республика. Вообще, по-моему, это город. Город? Там есть еще один город, который больше Сан-Марино. Ну это, наверное, на территории Италии уже.
Вот надо уточнить, на самом Смотрите, деле, какие камни. Видно, что на скале он прям построен. Ну, сейчас пойму, вот тут сумки продают, что только не продают вообще. Кстати, рекомендую приезжать в этот город 3 сентября, потому что это день рождения города. И здесь пир на весь мир, я вам скажу, ребята. Тут карнавал, не карнавал. Тут так фестивалят они. Закачайтесь. Поэтому, ну, я думаю, и тут туристов, конечно, 3 сентября. Вообще жесть. Не пройти, не проехать. Но, скорее всего, очень колоритно. Мы вряд ли поедем 3 сентября, потому что у нас в сентябре выставка камперов. Будем всех кампер подбирать. Ну, дом на колесах. Поэтому вы за нами тоже следите. Будет крутой контент. Так, что у нас здесь? Давайте-ка посмотрим. Панорама опять открывается. Опять Только панорама? уже повыше. Да. Ну, тут везде панорамы на самом деле. Что он на горе находится со всех сторон. У тебя сумасшедшие виды вообще. Не, ну море вдалеке, это, конечно, что-то с чем-то. Ну так смотреть, это необычно. Смотрите, можно прям вот так подняться. Здесь вот аккуратненько. Кто не боится высоты, вот так встаешь. О, вообще. Да, Лепота. море очень приятно видеть. Да, море приятно видеть. Мы еще, прикиньте, за все лето до сих пор даже на море не скупались. Мы все в работе, в разъездах, в обзорах, видео, не видео, бизнес, не бизнес. Даже не искупались ни разу. Надо это исправлять. Смотрите, здесь тоже долины, холмы, горы. Ну, красиво, красиво. Сейчас попробуем войти в замок. Я не знаю, открыт он, не открыт. Попробуем посмотреть. Ну, ребята, не знаю, мы посмотрели. Там народищу целая куча. Просто не снять ничего. Ну, замок как замок. Красивый как бы. Но с таким количеством народа, я даже не знаю, мы приехали в будний день, но, видимо, потому что август начался. Сейчас все в отпусках, наверное, поэтому ломанулись все. Да, это, в принципе, очень туристическое место. Ну и это тоже, да. Нам просто не очень нравится, когда много туристов, честно вам скажу. Ну, пойдемте вниз, еще чуть погуляем, пообщаемся. Вот, кстати, сад панорамный, свободный вход. Ну, на самом деле, панорамами здесь не удивишь, они здесь повсюду вообще. То есть здесь куда ни глянь, везде панорамы. Кстати говоря, вот Юля тоже сейчас подметила, здесь очень много русскоязычных. Колоссальное количество. И дело даже не только в туризме, не туристов, а именно рабочих. Вот мы сейчас видели нас за прилавком там с кожей галантереи всякой. Русскоязычные сидят, там что-то общаются, и там вчера куртку продал, что-то там 500, что-то считают доходы, походу свои. Ну, посмотрите, какая дверь. Гляньте, вот эта дверь вообще, всем дверям дверь. А вот, кстати, флаг этот Сан-Марино. Видите, вот эти вот 3 башни, про которые мы рассказывали, изображены. И написано «Либертас». Либертас, да. Это что, по латыни? Свобода, походу. Ну, я латынь знаю. Да, может, кто-нибудь знает, почему здесь столько русскоязычных? Потому что, ну, мы часто ездим куда-то, и мы столько не слышим речи, а здесь прям повсюду. И это даже любопытно, с чем это связано, почему сюда все едут. Ой, ребятки, видите, купили их тортик Тремонти. На самом деле, кажется, какая-то простая штука, но мы чисто попробовать. Это их как бы специализация в городе. Национальная сладость, можно Национальная сладость, да, правильно ты сказала. Вот купили его, в общем, попробуем вечером, потом в следующем видео поделимся впечатлениями. Но нам местная сказала, одна у нас есть знакомая, вот не нам точнее, а вот Юле сказала, да? Что Да. такой себе, да? Ну да, она говорит, и бывало и получше. То же самое, что магазинные вафли с начинкой, она сказала. Ну, короче, отдали 7 евро, непонятно за что, честно. Мы один купили себе, один соседям. У нас просто соседи такие в деревне прикольные. Они нам взяли, короче, и притащили помидоров со своего огорода, всякой зелени. Кабачки притащили, Да. притащили фасоль и просто положили нам на порог пакет целый. Ну да, нас не было дома, мы приходим такие, а у нас целый пакет лежит всякой всячины, всякие овощи там. А это они, оказывается, старички там принесли, там бабка с дедом. Ну, бабка, блин, бабушка с дедом. Вот. Люди принесли поесть, а он говорит, бабка. Вот так вот, это вся благодарность человека.
Сразу видно русский человек. Да, в общем, на самом деле это очень мило просто. И мы решили в знак благодарности тоже привезти что-то особенное. Ну да, ух, посмотрите, какой уголок. Гляньте. Смотрите, как красиво. Необычно так. Куда-то опять идем мы. Мы, по-моему, как будто уже здесь проходили. Но он на самом деле небольшой городок, если честно. Но сам исторический центр. Да, исторический. Ну а современный там делать нечего. Там куча торговых центров, каких-то офисных зданий, бизнес-центров. Тут только он чисто пошататься вот по этому историческому. Но я вам скажу, здесь такой он на день-два, честно. На третий день уже, конечно, мне кажется, будет скучновато. Я вот так думаю, по моим впечатлениям. То есть, он просто маленький. Тут как бы вот провести день, вечер, на следующий день нафиг свалить, если честно. На море вон купаться. О, посмотрите, как колокол бьет. Ну, ребята, мы все покидаем республику Сан-Марино. Она совсем небольшая. Вот, и про нее как бы видео огромного и не получится. Хотя хотелось бы. Но мы все показали, в общем-то, по сути. Но вот что меня сильно удивило, вот это две вещи. Я вот вам честно скажу, я еще раз повторюсь. Это безумная чистота и здания. Они все идеальные, их как будто вот построили в этом году. То есть настолько они вот в идеальном порядке, без каких-то пятен черных, там, плесени, как я вот говорил, еще что-то, даже черепица. Она вся как новая прям. Они как будто все напидоренные, все эти здания. Это чистота, вот просто смотрите, и ничего не валяется. Вот, ну, просто ничего. И второй момент, это русскоязычные. Их просто здесь тьма тьмущая. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, кто-то знает, напишет. Но я вам, ребята, скажу просто, ну, через одного человека русскоязычные люди. Я не могу сказать, кто точно из России, из Украины, из Белоруссии, но русскоязычные, как бы, да? Вот, из постсоветского пространства, назовем это так, чтобы никого не обижать. Вот два момента меня очень сильно эти удивили. Так, ну я тоже хочу сказать свое мнение. Мне, конечно, городок очень понравился. Вот я бы в таком жила. Я теперь вот так буду оценивать места. Жила бы я здесь или нет. Но он очень красивый, прям потрясающе красивый. Вот. Ну и море рядом. Это тоже очень приятно. Прям Ну да, очень рядом. Полчаса езды, наверное. Да. Вот. Ну, собственно, все. Вот такой вот городок. Как городок? Целая страна. Отдельная получается. Страна, отдельная республика. Да. Мы вам показали. Я лично первый раз здесь. Мне очень понравилось. Прям запоминающе. Это, кстати, важно. Вот. Ну, собственно, на этом, я думаю, все. Вы подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Ну и все. Пока-пока. Пока-пока.